Всем привет! Это у нас кошка Анфиса. Знакомьтесь, кто не знаком. Как видите, красотка редкая. Вот. И у нее очень ответственная должность. Она старшая над водоплавающими. Вот, смотрите. Все собрались, на нее смотрят и ждут команды. Она проводит на пирсе очень много времени. Все прекрасно слушают ее. Вот. Мы сегодня понаблюдаем. Она сегодня пойдет в поход. А это котик Вилли, ее дядюшка, который старший вообще над всеми. А сейчас постельная сцена. Вот смотрите, это я, мои ноги под одеялом и кошка Анфиса. Она получает удовольствие. Вот так мы с ней спим. Все поплыли, а папа с сынком тут наворачивают. Ну давай, премия тебе сегодня выходит. За смелость. Сытый будешь. В отличие от братьев и сестер своих. Анфиса нервная, у нее нервная. Все началось с котика Арчика. У нее есть брат, котик Арчик. И он любит тут по окрестностям по тростнику ходить. Вот видите, тростник немножко полег, и он ходит. И вот она его засекла. А там у нас Арчик, а там лед совсем тонкий. Вон Анфиса его засекла. Ну и побежала порядок наводить. За ним. Пошла его выручать. Арченька, там лед совсем тонкий. Куда ж ты пошел-то? Он там, он сидит. У них такие отношения братско-сестринские. Иногда могут разодраться. Вот. Видео недавно было, как они разодрались до клочков шерсти. Такое тоже бывает. Лед-то еле-еле, еле-еле. Все, Арчик убежал на берег. Вот, побежал заяц. Побежал, побежал, побежал. У Анфисы начинается поход. Только сестру свою сюда затащил. Анфиса, Анфиса. Ну-ка не лазь туда. А на самом деле рискованно. Лед очень-очень тонкий. И этот тростник, это все на воде. Ой, куда полезла? И если она туда провалится, то вылазить будет не очень легко. Выбираться будет довольно трудно. И я смотрю за ней. Анфисочка, ты искупаться хочешь? Я температуру измерял, +2. Вода +2. Отличная. Что у нее там в голове переключилось? Зачем это? Анфисочка. И куда ты пошла? Вполне вероятно, Да. она засекла где-то утку и пошла за уткой. Ну, у нее такая перманентная охота на уток. Охота носит такой виртуальный характер. Она их выслеживает, бежит за ними, спугивает. Ну вот, что-то ее туда тянет к соседскому пирсу. К соседям пойдем, да? Отличная идея. Свежая. Настроение новогоднее, вот ее на приключения потянуло. Давай, по пояс провалимся. Вот так, по пояс провалимся и пойдем к соседям. Просто по улице обойти мы не можем, да? Вот надо так вот. Это соседский пирс, и вот весной, летом, осенью тут стеной просто стоит тростник. Его даже не видно, этого пирса, туда пройти практически вообще невозможно. А был первый снег, мокрый такой, и Прикидывает, смотрит. тростник полег. Ну, то есть тростник сейчас лежит на воде. То есть вот там, где кошка Анфиса находится, под ней сантиметров 30-40 воды. Вот. До дна где-то 30-40, может полметра до дна. Решила идти дальше. Ну вот там тростник сверху снегом присыпало, и она идет, лапы проваливаются. Ну, я с замиранием сердца смотрю за этой путешественницей. А обычно это Арчик такое делает. А ну, в этот раз вот она решила доказать. Ну, я надеюсь, ты вот наморозишься хорошенько, вот по снегу поналазишься, будет тебе немножко наука, да, вот так попроваливаешься, да, будет тебе наука немножко по поводу вот этих путешествий.
Главное, чтобы мне не пришлось за тобой бегать. Ой-ой-ой-ой. Лапы проваливаются, смотрите на нее. Какая молодец. Уходит 21 год, и, честно говоря, мне его не очень жалко. Сказать, что он был очень плохой, ну да, конечно, корона, не было путешествий, были всякие вот эти, ну, всякие прививки, всякие локдауны, ну и так далее, так далее. С одной стороны. С другой стороны, мы провели весь год здесь, на озере, и, в общем-то, ну, это немножко другой образ жизни, но многие люди по всей Земле, по всей планете поменяли каким-то образом, в большей или меньшей мере поменяли свой образ жизни. То есть корона, она уйдет. Я надеюсь, что, ну, может быть, год, может быть, какое-то время еще. Она уйдет рано или поздно. Но образ жизни, который изменился у очень многих, он-то... То есть корона, она ускорила многие процессы, которые шли так или иначе бы наступили, но она послужила таким ускорителем, катализатором. Да. Направление она явно не то выбрала. Ей бы направо, а она налево. Анфисия. А потому что там утка плавает под пирсом. Да. Под пирсом я вижу утку. И Анфисия охотит утку. Что изменилось у вас в жизни? Что делаете теперь по-другому? Какие новые дела? Напишите об этом в комментариях. Так. Ну, слава богу, что-то у нее стало прорезаться в голове. Видимо, замерзла уже. Да. Все. Идет назад. Так, по льду там. Ох, провалишься ты, кукла. Так, вроде пошла назад. Ой, это же она по льду идет там, а лед тонкий совсем. Ну, будем надеяться. Я уже замерз там стоял. А у нее 6 килограмм свои все равно есть. На 4 лапы, вот считай, по 1,5 килограмма на лапу. Ой, ой, ой. Ну это подвиг, Анфисия, это подвиг был. Это засчитывается. Абсолютно засчитывается. Так, да. На тростник-то ты зря идешь. Ох, она сейчас на тростник пойдет. Прыгнула. Она думает, это земля, а это не земля вообще. Я когда это снимал, я помню, у меня пальцы замерзли. В перчатках-то не получается. Сейчас ей предстоит пройти по льду. И потом, если мне повезет, я ее в охапку и отнесу греться и вспоминать про свой подвиг. Ну, как говорится, искусство требует жертв. Давай, умница. Так, она устроилась себе. Шалашик там устроила. Так, тут из-за тростника ее не видно. Ага, вот, уши видны. Она что, легла, что ли, на лед? Полежать, отдохнуть надо, да? На льду. Анфисия. Анфисия. Вот так. Ну куда? О, по ту сторону забора сейчас пойдет. Вообще соседство с животными, ну, с птицами, там лебеди, утки, коты, оно действительно имеет такой психотерапевтический эффект. Он позволяет отвлечься, хорошо отвлечься. Да, похоже, это надолго. А мне уже идти надо. Уже идти пора, Анфис. Ну куда ты пошла по ту сторону-то? Анфиса. Не, говорит, так интересно. Не, говорит, я не пойду, так интересно. Даже не представляю, что бы делал в это время. Ну, когда работаешь, да, ты занят, у тебя есть какие-то вот, что-то тебя отвлекает. А вот в пенсионном варианте сидеть за компьютером нон-стоп, тоскливо. Ну да, зашла какой-то закуток там. Так, исследовала. Поняла, что тупик. А с другой стороны, раньше компьютеров не было. Что народ делал? Ее оставлять тоже страшно тут. Лед тонкий. Среди моих зрителей очень много пенсионеров, людей старшего возраста. То есть Головка маленькая.
Хотя очень умная, конечно, но очень маленькая. Ну куда? А ближе к воде. А там вообще тонкий лед. Вот это она зря. Вот это она действительно зря. Анфиса, Компьютер вошел в массы. вот это она действительно зря. Да, по воде, аку посуху, да? Я думаю, что компьютер, социальные сети очень помогли пенсионерам, людям старшего возраста, ну, осмыслили их жизнь. Анфисе. Ёлки-палки. Нет, я говорю, я пойду за утками. Вот так прямо пойду и утку возьму. Для многих это стало увлечение, ну, так сказать, сильно взбодрило. Жалко, у меня сачка такого нету, которым ловят бабочек. Я бы вот эту бабочку поймал бы. Там вообще уже. Вот сейчас провалится. Вот 100%. Ну, похоже, я не дождусь эту подругу. Пойду-ка я, пожалуй, домой. Она из похода вернулась с ней, все будет в порядке. Иди отсюда. Давай. Вот. Да. Короче, я отправился домой, ее дожидаться не стал. И она сидит там уже 10 минут. Я свою зарядку успел сделать и за кормом сходить. А она сидит в укрытии, в шалаше на льду. Ой. Сидит, умывается. Они умываются там. Вот она. Отлично. Ну что, намерзлась? Эй, Да, она вернулась, немножко подмерзла, но это бывает. А вам, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики, я желаю хорошо, вот правильно встретить Новый год, получить удовольствие, и чтобы следующий год был для нас всех немножко повеселее, с меньшим количеством проблем и с большим количеством радостей. Будьте здоровы, будьте счастливы, успехов вам!